следующем блоке мы рассмотрим с вами работу с пайетками, разные техники, как мы можем работать сверху и снизу. Давайте сначала посмотрим на сами пайетки. Они бывают у нас разные, разных производителей, и у пайеток есть изнанка и есть лицо. Сначала нужно научиться различать изнанку и лицо пайетки. На лице пайетки вы будете видеть более гладкую поверхность, а на изнанке можно будет видеть такую небольшую кромку. Если вы покупаете пайетки на нитях, то там уже они набраны все или в лицевую, или в изнаночную сторону. Если у вас рассыпные пайетки, то вам нужно будет на нить набирать пайетки самостоятельно. Если вы будете вышивать подачей материала сверху, то вам просто нужно будет смотреть в процессе набора на иглу, какой стороной вы набираете. Я обычно набираю, если на нить, то переворачиваю их на лицевую сторону вниз и получается изнанкой вверх, потому что кромку легче увидеть, когда она перевернута кверху. Вот. И потом уже, когда мы приступаем к самой вышивке, мы уже смотрим, как будет пайетка развернута при пришивании к ткани. Этот процесс довольно-таки кропотливый. Не могу сказать, что это быстро набрать необходимое количество пайеток на нить, но в то же время потом все равно, если нам нужно пришивать их большой объем, то в этой технике при подаче снизу нам будет быстрее вышивать, чем если мы будем постоянно набирать пайетку сверху. Не забываем, что нить остается на катушке, и мы просто на ниточку набираем необходимое количество пайеток. Далее, после того, как мы набрали, нам нужно перекинуть на ту катушку, на которой мы будем вышивать. И здесь сразу вы должны понимать, как вы будете подавать пайетку, то есть какой стороной она у вас должна быть развернута, изнанкой или лицом. Бывает иногда так, что нам нужно, например, если мы вышиваем чашечками, кюветками, то там нужно смотреть, какой стороной нам надо, чтобы она была развернута. Иногда нам нужно наоборот создать в одну сторону объем, чтобы чашечка была дном как бы наверх, а бывает такое, что наоборот тарелочкой вовнутрь нам нужно показать работу. Сейчас в данный момент я должна перебросить на основную катушку пайетки. Лицом у меня уходят катушки пайетки, и изнаночной стороной у меня смотрят пайетки на ткань, то есть на ниточке к краю. Мы стандартно делаем узелок на ткани и потом начинаем пришивать пайетки. Те пайетки, которые у вас, например, если вам нужно не все количество пайеток перебросить, а оставить какое-то количество на нити, желательно их как-то отделять. Я вот могу оставлять одну пайетку с краю и потом связывать просто всю нить, чтобы они потом у меня не распались. Теперь переходим к самой технике пришивания пайеток. У нас идет прокол вперед,
И потом мы подтягиваем пайетку и вытягиваем крючок. Нужно отметить, что от того, насколько длинным будет у вас стежок, зависит то, насколько плотно пайетка будет лежать друг на друге. Дальше вы увидите, что мы будем чередовать расстояние, и вы увидите, как это будет смотреться уже на лицевой стороне, какой эффект визуальный будет создаваться. Вы просто должны это для себя понимать и применять это в работах так, как вам будет потом необходимо. Бывает такое, что нам нужно создать более плотный визуальный эффект, и тогда мы будем делать совсем маленький шаг, и пайетки у нас будут очень-очень плотно лежать друг на друге. А бывает такое, что нам нужно сделать более воздушные дорожки, и тогда мы будем делать стежок длиннее, и дырочку предыдущей пайетки, серединку, да, ее будет видно. И тогда дорожка будет у вас более воздушной. Сама техника остается точно такой же, как и при работе с бисером. То есть мы опускаем крючок, наматываем ниточку в сторону, куда и будет у нас разворачиваться крючок. Подтягиваем пайетку одну к ткани, нитку набрасываем на крючок и поворачиваем крючок, достаем из ткани. И теперь переходим к движению в другую сторону. Здесь все точно так же. Мы подтянули пайеточку, опустили крючок, намотали ниточку и развернули, вытянули.
Далее мы попробуем сделать больше расстояние, больше шаг, да, вот немножко длиннее стежок, и вы посмотрите, как будет выглядеть потом с лицевой стороны дорожка, когда у нас стежок длиннее. Следующая дорожка, просто делаем холостой стежок, пайетка и холостой стежок, пайетка и холостой стежок. Все точно так же, только с холостым ходом. Далее мы делаем 2-3 пайетки, пришиваем рядом друг с другом и холостая петелечка. Потом снова 2-3 пайетки рядом друг с другом и холостая петелька между ними. То есть для того, чтобы у вас было наглядно в образцах, как можно сочетать пайетки с холостыми стежками. Здесь вы можете чередовать пайетку и холостые стежки в том ритме, в котором вам хочется. Просто для примера сделайте себе разное чередование, чтобы потом, когда вы будете в дальнейшем в своих работах применять это, вы могли посмотреть на этот образец и понимать, какое чередование будет интереснее в той или иной работе. И давайте теперь посмотрим с лицевой стороны, как это выглядит. Значит, первый ряд был более плотным, второй ряд и третий были менее плотными.
Четвертый ряд был с одной холостой петелькой, пятый ряд был по 2 пайетки плотно и холостая, и третий и шестой ряд был с чередованием, да, где-то плотно, где-то совсем больше было промежутков между пайетками. И вот можно увидеть, как разные чередования выглядят. И сейчас мы еще сделаем совсем плотную дорожку, чтобы серединок не было видно совсем. Вы увидите, как они будут отличаться между собой. Итак, смотрите, здесь шаг у нас идет, ну, совсем минимальный, он где-то идет 2 миллиметра, наверное, не больше, вот где-то 2 миллиметра стежок, и все, и мы уже подаем пайетку и подтягиваем ниточку. С лицевой стороны вы увидите, что они будут, ну, очень-очень плотно лежать. Такие дорожки очень часто используются в цветах, вот каких-то плотных формах, да, когда нам нужно очень плотно заполнить элемент, вот там очень часто применяется именно такое заполнение, но не всегда везде оно уместно. То есть только там, где нам нужно создать больше объем или форму какую-то плотную, вот там мы это применяем. Во всех остальных случаях это может создавать такую, если это большое какое-то изделие, и вы сделаете все в этой технике, оно может быть очень плотным, тяжелым и, ну, где-то монументальным, да, может, если это большое какое-то изделие. Поэтому вот в вашем арсенале все эти приемы должны быть, и вы должны понимать, где какая техника, где какое сочетание будет смотреться более интересно и будет более уместным. И сейчас посмотрим, как это выглядит с лицевой стороны. Вот видно, что совсем такое, да, вот плотное заполнение и ничего не видно. То есть серединочка полностью закрыта. Вот таких 6 видов и чередований